прошлом видео я показывала, как делать тонкие аппликации с помощью клеевой паутинки и коврика для выпечки. А сегодня я покажу, как вырезать и пришить на сетку большие фрагменты купальников. Например, вот здесь основа будет синего цвета. Он достаточно большой, этот фрагмент. Он имеет острые углы, тонкие вырезы. И здесь есть ряд сложностей. Конечно, очень облегчает работу клей временной фиксации, но в нем тоже есть ряд недостатков. Это высокая цена, большой расход, запах неприятный, и не везде он продается. Поэтому, если вы только начинаете шить, вы вполне можете обойтись более простыми средствами. Сегодня я покажу, как это можно сделать с помощью кальки и обычного клея-карандаша. Желательно купить сразу клей самый большой, самый широкий, чтобы было удобнее пользоваться. Итак, на выкройку я накладываю кальку и закрепляю ее булавками. На выкройке видно, что здесь присутствуют маленькие тонкие аппликации, но мне сейчас нужно перевести именно вот этот вот нижний слой, основу. Почти везде эти линии четкие, но там, где аппликации, эти линии спрятаны, поэтому я ее буду проводить как бы под ними. Так, вот здесь у нас этот шов будет спрятан под аппликацией. А вот здесь он уже будет виден. Вот такой достаточно большой фрагмент нам нужно вырезать из бифлекса. И здесь, конечно, паутинку уже использовать нельзя, иначе купальник будет плохо очень тянуться. Поэтому, если у вас нет клея временной фиксации, то можно воспользоваться вот таким клеем-карандашом и приклеить эту кальку с рисунком на бифлекс, на изнаночную сторону. Рисунок здесь несимметричный, поэтому, чтобы получить его в нужную сторону, нужно намазывать именно там, где вы рисовали. И не обязательно намазывать прям всю площадь. Главное, чтобы под клей попали все линии вот с запасом. То есть мы промазываем и с этой стороны линии, и с этой, чтобы у нас края этого рисунка хорошо приклеились к бифлексу. Бифлекс раскладываю именно в том направлении, какое нам нужно. То есть в данном случае наибольшее растяжение должно быть именно по вертикали. И раскладываю его изнаночной стороной вверх. И вот теперь эту кальку, которую мы намазывали клеем, я переворачиваю. Обязательно нужно оставить припуск внизу, где будет шов. При необходимости можно подклеить какие-то места, которые уже успели отклеиться. И теперь прямо поверх кальки аккуратно начинаю вырезать по намеченной линии. Стараться резать нужно плавно, без всяких зубчиков, потому что от этого будет зависеть качество вообще работы в целом. Вот что у нас получилось. И теперь я отдираю кальку от бифлекса. Вот видно, что срезы получились такие более-менее ровные, красивые, и вырезать это было не так сложно, чем если бы я вырезала просто бифлекс без ничего. Беру деталь, которую я вырезала, и просматриваю сквозь сетку, где она должна находиться. И теперь закреплять эту деталь я буду не только булавками, но также и клеем. Деталь должна лежать ровно, нигде не должны образовываться волны и складки. Фиксирую булавками в нескольких местах. А все тонкие уголки и тонкие места я буду также подмазывать клеем. Вот особенно самые кончики важно промазать хорошо и зафиксировать их.
Если даже клей где-то попал на ткань, на лицевую сторону, он потом отстирается и не будет виден. Ну, лучше, конечно, делать аккуратно. Ну, процесс этот, конечно, трудоемкий, но в любом случае пришитые аппликации таким образом будут выглядеть аккуратнее, чем просто приколотые булавками. Вот, как видите, держится все достаточно неплохо. Но если где-то будет отходить уголок, его можно подклеить и пришивать. Проверяю все уголочки, чтобы все были приклеены на своих местах, чтобы работа выглядела аккуратной. Конечно, чем сложнее рисунок, тем больше хлопот с ним. Но пошив купальника — это, в принципе, дело такое достаточно трудоемкое, требующее терпения и усидчивости. Уголочки все эти были проклеены достаточно хорошо, поэтому они держатся на своем месте и никуда не смещаются. Если часть детали отошла, а подклеить ее уже нет возможности, ее можно аккуратно приколоть булавкой. Итак, синяя основа у нас пришита. Пока она выглядит несколько скукоженной, но после обработки утюгом она будет более гладкой и ровной. Чем меньше слоев ткани на купальнике, тем более эластичным он будет, что очень желательно. Поэтому, когда мы пришиваем такие большие фрагменты, вот эту внутреннюю часть сетки нужно вырезать. Следы от клея, конечно, выглядят не очень красиво, но после стирки они исчезнут. Так, сейчас через полутюжельник я обработаю эту деталь паром. Ну и сразу заметно, как разгладилась ткань. Контуры стали выглядеть более ровными и красивыми.